Путешествие по горному Кыргызстану расширит ваше представление о горах, наградив за старание и упорство красотой и величием своих ущелий. Мы отправимся туда, где среди скалистых пиков с белыми шапками раскинулась зелень узких долин, прорезанных бурлящими потоками молочных вод. Это ущелье Жети-Огуз – одно из самых популярных мест в Северной Киргизии. По дороге скучать не придется, так как она начинается в Теплоключинском дендрарии. В нем собраны уникальные деревья с большей территории бывшего Советского Союза. Дорога выведет нас на цветущую долину Кёксай, которая покрывается ковром цветов в начале июня. Путешествие наполнено встречами с многочисленными стадами лошадей, коров и овец, которые пасутся на зеленых склонах гор, и их пастухи, называемые чабанами, проживают как свои великие предки, практически не используя блага цивилизации. Чем же уникально эндуро-путешествие? Тем, что практически не существует преград для передвижения, так как мы не ограничены широкой колесной базой, для которой нужны хоть какие-то дороги. Мотоциклу достаточно узкой тропинки, чтобы пробраться туда, куда не доедет автомобиль, даже самый подготовленный. Конечно, новичку тяжело справиться с бездорожьем. Железный конь так и норовит выпрыгнуть из-под наездника и отправиться в самостоятельное путешествие. Но чувство удовлетворения, которое испытываешь после преодоления крутого подъема, и адреналин, который переполняет тебя, даст силы, чтобы справиться с волнением и небольшой нерешительностью для преодоления препятствия. Усилия вознаграждаются открывающимися видами на снежные пики и зелень долин. На них ты смотришь уже с высоты птичьего полета. Дорога к ущелью Жети-Огуз пройдет через ущелье не менее живописное – Ырдык. Оно привлекает своей необычной красотой. В процессе длительного выветривания ярко-красных горных пород борта ущелья приобрели фантастические очертания дворцов, пагод и узорчатых башен, украшенных темно-зелеными пятнами и полосками еловых лесов и кустарников. Необычные формы склонов, чередование красных и зеленых красок на фоне голубого неба производят неизгладимое впечатление, а дорога может неожиданно смениться от хвойного леса к высоким пикам с альпийскими лугами. Вот, только что мы проезжали по протаренной дороге, где еще встречаются одинокие автомобили, как перед нами уже предстает узкая тропинка, уходящая на перевал. Его нужно покорить, только затем мы опять попадем на дорогу, как будто какой-то древний шаман пытается сбить нас с пути, пугая непроходимыми местами. Но он ведь не знает, на что способны эндуро-мотоциклы. Ущелье Жети-Огуз расположено в пойме одноименной реки на северном склоне хребта Терскей-Алатау. Ущелье с юга огибает озеро Иссык-Куль и находится в 25 километрах юго-западнее города Каракол. Оно покрыто пышной растительностью и получило такое необычное название от монументальной гряды красных скал – 7 быков. Эти скалы настолько великолепны, что их изображения были увековечены на советских почтовых марках, выпущенных в 1968 году. Согласно одной из легенд, в этих краях жил могущественный хан, у которого было 7 сыновей. Перед своей смертью он завещал детям разделить свое имущество поровну. Так они и сделали, но когда пересчитали несметные стада, обнаружили, что пропало 7 молодых телят. Телята эти выросли в огромных могучих быков, подпирающих рогами небо. Однажды быки были найдены, и сыновья хана, ослепленные жадностью, разом забыли наказы отца. Каждый хотел забрать всех 7 себе любой ценой, не останавливаясь даже перед братоубийством. Тогда, чтобы остановить страшную распрю между родными братьями, один мудрец-волшебник превратил огромных быков в кроваво-красные скалы. Они сейчас стоят могучей стеной вдоль течения реки, а у их подножья из леса бьет горячая вода. Именно поэтому ущелье и получило свое название Жети-Огуз, в переводе с кыргызского языка означающее «7 быков». Еще одной примечательной скалой является знаменитое разбитое сердце, место настоящего паломничества влюбленных. Как и во многих легендах, все начинается с очень красивой девушки, которые приезжали свататься из разных уголков земли. Но сердце ее оставалось неприступным. Однажды к девушке приехали свататься 2 джигита, 2 лучших друга. Так сложилось, что они оба ей понравились, и она запала в душу им двоим. Согласно обычаям, джигитам пришлось сражаться в смертельном бою. В схватке оба погибли.
Когда девушка об этом узнала и поняла, что уже ничего не вернуть, от горя она вытащила свое сердце, которое превратилось в расколотую скалу. В ущелье на высоте 2200 метров вблизи гряды расположен курорт Джитеубус, известный своими лечебными геотермальными источниками. Обратная дорога пройдет по берегу озера Иссык-Куль. Мы увидим за грядой невысоких холмов его синее зеркало и поднимающиеся над ним многочисленные снежные вершины хребта Кунгей-Алатол.